Привет! Мы в Далате. Это город в 100 километрах от Нячанга, вглубь страны. Но дорога занимает где-то 3 часа, потому что она проходит через горы, и путь там непростой и не близкий. Меня очень сильно укачало вчера, я вчера вообще не могла ничего снимать. Вот, поэтому сегодня мы гуляем по Далату, я много всего интересного вам покажу. Приехали в цветочный сад. Вход стоит 100 тысяч донгов. Тут есть смешные пчелы. Странные. Наркотического содержания, наркотического, не знаю, какие-то. Да. Видимо, цветочки не те на них ходят. Ну, они выглядят, правда, какими-то. Блин, их тут много. Это, короче, вьетнамский Петергоф на минималках, только с упоротыми пчелами. Кириллу очень понравились комары металлические. Господи. Пока это выглядит как какой-то городской сайт, который должен быть бесплатно, а не 100 тысяч донгов. Там есть лошадки, кстати. Наверное, тоже Если бы там было бесплатно, платное катание. Надо посмотреть. Нормально. Какой-то ценник висит. No. Thank you. 200 тысяч, говорит, покататься на лошадке стоит. В детстве мечтала заниматься конным спортом. Но у нас не было денег на то, чтобы заниматься им профессионально. Ну и вообще в целом. Это достаточно дорогое удовольствие. И помню, как на день рождения родители подарили мне несколько уроков катания на лошадях. Это было, конечно, незабываемо. С тех пор очень люблю лошадей, но езжу на них крайне редко. Я думаю, что будет понятно, что здесь наверху в этом парке есть, но все, что я видел, это озеро, и из-за деревьев ничего не видно. Эта птица орет. А вон она сидит на ветке. Очень красивые бонсаи, особенно вот эти с белым стволом дерева. И видно, как его формировали. Вот такой пружиной опутывали ветки, чтобы они завивались именно такими шапками. Настоящее искусство. Там еще есть наркоманский слон. Он выглядит очень странно. Может, можно залезть ему в голову? Через жопу? Да? Вход в попу слона. Это очень хорошее видео. Да, в общем, в этот парк ходить не стоит. Он не стоит того, чтобы платить за него 100 тысяч донгов за человека. Здесь просто куча роз, куча всяких цветов и, в принципе, все. И есть какие-то кафешки, где тебя тоже все зазывают. И да, на самом деле, иметь кафешку в платном парке, наверное, не очень весело. Нам нужно понять, куда мы дальше едем. Так, вот, собственно, план парка. Мы на 3-м водопаде. Можно сейчас сходить на 1-й, но вроде как 3-й самый прикольный. Я еду на альпийской горке. Вау! Как круто!
Кирилл едет сзади. О! Боже! Ух ты! Там сверху едет пустая очень быстро. Блин! Как тебе? Я там в одном месте так ускорился жестко. Я заснял на сторис, но был пиздец. Мне очень понравилось, это было очень круто. У меня немножко трясутся колени. Здорово, когда ты один на горе, еще перед тобой никого нет. Теперь здесь можно погулять у водопада, и потом обратно можно будет доехать на ниже. До Танла Waterpark. Билет стоил 250 тысяч донгов на человека. Это включало входной билет, плюс проезд туда-обратно на Альпийской горке. На самом деле видно только маленькую его часть. Насколько я знаю, он огромный. Он в 3 раза больше, чем вот это. Прикольно, у них тут динозавр с яйцами. Так. Ого. Ничего себе. Какая реалистичность. Побежала тасы. Прятаться. В круг сидеть. Мне очень хорошо. О, мне нравится сегодня выражение лица. Действительно, слушай, выражение лица просто. Алтарь. Еду наверх. На самом деле стремновато так. Я прям чувствую, как тяжело. О, там трос вроде тащит. Когда мы приехали, очередь была 2 человека. Вот. Ну, мне очень понравилось. Да, было прикольно. Обратно, конечно же, на тросике. Не так быстро. Ну, там был один эпизод. Можно было поехать. Да. Блин, все, мне теперь хочется как-нибудь где-нибудь тоже покататься на Альпийской горке вдвоем. На одной вагонетке. Я с тебя с собой не возьму в команду. Придется мне кому-то еще брать с собой в команду. В таком случае. На самом деле я удивлена тем, насколько большой город. Территориально, мне кажется, на него нужно закладывать минимум выходные, а лучше дня 3-4, чтобы его посмотреть. Мы решили остаться здесь на 3 дня. И дальше посмотрим, будем ли продлять или поедем дальше. Так, вот такая тут квартирка. На самом деле очень миленькая. Здесь есть стиральная машина, плита, холодильник. Сори, тут чемодан. Обеденная зона. Мы уже накупили всяких продуктов. Кровать, телевизор и красивый вид. Завтра покажу с утра. Мы только что заметили, нам оставили презервативы. Очень странно. Еще там были муравьи. С презервативом, возможно, это для муравьев. Кошмар. Они едут просто вообще наступают. Надо просто уехать.
Ну, давай. Вот кто-то едет, кто-то нет. Нет, давай, не сбей нас. Вообще не смотрит на дорогу. Какой ты толстенький. Такой хорошенький. Еще в этом городе производят Далат Милк, знаменитое вьетнамское молоко. Не знаю, сколько оно знаменито за границей, но среди вьетнамцев точно пользуется популярностью. Как-то раз я видела, как в магазин зашли молодые вьетнамцы, девушка и парень, и девушка увидела там молоко Далат и вскрикнула, побежала, схватила, выгребла все, что было, и они с парнем его все купили и забрали. Похоже, они специально охотились за этим молоком, и я все хочу попробовать, что это за молоко такое вкусное. Но, к сожалению, меня нельзя лактоза, но ради такого я даже сделала глоточек. Далат – горный город во Вьетнаме в провинции Ламдонг на юге страны. Его население составляет примерно 400 тысяч человек, а город находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря, благодаря чему здесь значительно прохладнее, чем в большинстве регионов Вьетнама. Средняя температура в течение года держится в районе 20 градусов Цельсия, поэтому Далат часто называют городом вечной весны. Он известен своими сосновыми лесами, озерами, водопадами и кофейными плантациями. Вот он нассала на улице, вот здесь, возле мусорки села и нассала, с голой жопой сидела. Жесть. Я Офигеть. Да, это, конечно, ужасно. То, что во Вьетнаме и на Филиппинах люди могут просто взять и сходить в туалет на улице, неприятно. Вдоль озера растут такие сакуры, и туристы как сумасшедшие фоткаются с ними. Я тоже сфоткалась. Ну, некоторым, видимо, повезло меньше, потому что вот это дерево все ободрали. Либо оно уже опало само. Но в целом, да, у тех деревьев, на которых хоть что-то осталось, просто толпы людей, к ним не подойти. Еще один рыбак, который рыбачит в шлеме. Интересно, что это за прикол. Так голове теплее. Здесь проживает одна из коренных народностей вьетнамцев – латте. У них более широкие черты лица, выражены скулы, большие глаза и достаточно смуглая кожа, несмотря на то, что они живут в более холодном климате, чем другие вьетнамцы. Мы переехали в новый отель в Далате, и он очень странный. Выглядит это все дело вот так. Жесть, вот это да. Это моя кроватка на ближайшие 2 дня. Это вьетнамский любовно-дворцовый стиль. Черные полы. Здесь у нас раковина. Здесь у нас ванна. Вот это да. Какой там интересный. Неплохо. С гидромассажем. Стоит это удовольствие $19 в сутки. Кровать, кстати, очень мягкая. Маленький отельчик. Аренда байков 150 тысяч донгов в сутки. В целом тоже дороже, чем у местных, но приемлемо.
Я взяла в аренду байк. Я думала, на меня кричат. Короче, взяла в аренду байк. Сейчас заправила его на заправке. Сейчас поеду куда-нибудь. Вот решаю, куда ехать. Остановилась просто у дороги. Вот мой железный конь. Увидела вид на город. Вообще город интересный. И перспектива тоже интересная. К сожалению, к байку не дали держатель для телефона, поэтому мне очень неудобно. Я совсем не знаю город, и мне тяжело ориентироваться, и я не могу держать телефон в руке, поэтому приходится запоминать дорогу и ехать как-то на ощупь, на память. Блин, так красиво. Я специально остановилась даже, чтобы снять это. Фиолетовые ворота и розовая сакура. Просто обычная улочка. Ну, такая, достаточно на богатом. Помойка валяется. Но в целом красиво. Так, снова не знаю, где я остановилась, чтобы проверить карту. Ой, идет ребенок. Вьетнамский ребенок идет в школу, видимо, или с школы. Наверное, еще только в школу. Хотя, учитывая, сколько они рано встают, возможно, он уже идет со школы, потому что время уже 11:30. Вьетнамцы просыпаются очень рано и ложатся рано, поэтому, возможно, у него уже закончились уроки. Фу, сейчас проехала по такой транспортной развязке тяжелой, просто кошмар. Как жалко, что это никак нельзя подснять. Я думала, я там просто умру. Там было очень много машин, очень много байков, автобусов, и мне нужно было пересечь, 3 встречных потока. С одной стороны, с другой, с моей заворачивающей. Нужно было завернуть налево в крайнюю дальнюю полосу, через все полосы, которые ехали, куда угодно. О, я справилась с этим. Вот, поэтому очень довольна собой. Собака! Это стрессово. Самое стрессовое для меня, конечно, не видеть дорогу. Не видеть направление движения. Вот. Еще все время сигналят. Еще мимо меня приезжали менты. И, слава богу, не остановили меня. Ну, я еду по правилам. Но все равно достаточно выделяюсь на дороге. Не вьетнамской внешности, конечно. Вот там сейчас ехала, разворачивалась. Жесть на самом деле. Не очень прикольно. Очень красивая улочка. Но я так понимаю, что вот это чьи-то жилые дома. Какая-то речка там грязненькая. Стандартно в целом для Вьетнама. Цветет сакура. Приехали к хрустальной пагоде. Вернее, приехали к стеклянной пагоде. Так, сейчас главное, что меня тут не задавила машина. Это действующий храм. Там сейчас идет какая-то молитва. Какая-то служба. Пойдем посмотрим. Зашла в храм, посидела на молитве. Очень интересное ощущение. Там так звук отражается от всех стен, мне очень нравится. Сейчас зашла в какой-то сад, очень красивый. Объясню, что там есть какие-то исторические артефакты и ценности. Сейчас посмотрим. Да. Обычное место.
ступенька. Я очень люблю буддийские храмы. В них очень спокойно. Очень интересно исследовать другую культуру. Мне очень нравится, он так поет. Я раньше занималась йогой, и мне кажется, под это классно медитировать. Ага. Бутылок. О, главный дракон из 60 тысяч бутылок. Мы это только что послушали. Только что подслушали, да? Посмотрим. Много ли бутылок в этом драконе? Боже, как. Клубника всего по 20 тысяч. На обратном пути нужно будет взять. Так. И этот. Ого! Это действительно бутылки. Офигеть. Среднестатистическая компания из 10 вьетнамцев попивает такого дракона за один вечер. Да, они очень любят пиво. Конечно. Не, ну дракон вообще, конечно, огромный просто. Его еще. И лапы есть. И какие-то кучи, которые он навалил. Не знаю. Сейчас сезон клубники, мы удачно застали. Угу. Я возьму несколько штук. Давай одну попробуем. Ладно, ну попробую. Вкуснейшая клубника, очень крупная, сладкая, по 70 тысяч донгов. Боже. За коробку. Очень вкусно, я возьму еще вторую домой. Покажи клубнику. Подъедаешь клубнику. Мы не будем брать вторую. Кто ее будет таскать? Мне кажется, там нечего будет таскать через 10 минут. Колокол звонит. Вкусно. Я тоже хочу клубнику. Снимаю блог. Я ем клубнику. Как она пахнет. Это ничего, клубника согласен. Очень вкусно. Кайф. Там есть статуя Будды из мертвых цветов каких-то. Собственно, сама стеклянная пагода. Блин, выглядит очень, конечно, красиво. Там есть статуя Будды из вечных цветов. Вау. Это все цветы. Вид назад тоже не менее впечатляющий. Там храмовый комплекс. А, должна гореть она? Она должна дымиться, по-моему, как раз. Или дымится?
Чао. Он тоже кланяется Будде. Смотри, какой довольный Будда. Пока! Зашли в Губ кафе. Апельсиновый сок 29 тысяч. Кофе тоже 29 тысяч. Но Кириллу очень не понравилось. Говорит, самый плохой кофе, который он пил во Вьетнаме. Вот. Еще наблюдали, как собака отняла у ребенка рюкзак с котом. Это было смешно. Я даже подсняла это. Ты видел это? Это что, Эйфелева башня? В Далате? Hello! О! Выезжаем из этого странного лав-отеля в Далате. Это был мой фон на рабочие созвоны в ближайшие 2 дня. Это было очень забавно. В целом, на самом деле, здесь было уютнее, чем я думала, потому что кровать просто потрясающе удобная, очень мягкая и классная. И здесь очень хорошо спалось, видимо, из-за того, что стены черные. Вот. Спалось просто чудесно. А мы отправляемся в наш следующий город.